Всем привет, парни и девушки. Кстати, девушек 5% на канале, не удивляйтесь. И в этом видео я бы хотел показать вам, не побоюсь этого слова, лучший ультраширокоформатный монитор в 2022, а может даже в 2023. Точнее, это лучший монитор за свою стоимость в диапазоне от 30 до 35 тысяч рублей или $500. Если честно, я знаю лично только два монитора, имеющие схожие характеристики, и все они имеют по сути одинаковые возможности между собой. Все они на 34 дюйма в формате экрана 21:9, и все эти бренды китайские, что интересно. Собственно, Thunder Robot тоже китайская компания, и она нам известна больше по своим ноутбукам, которые давно уже создают конкуренцию мощным брендовым моделям, и вот теперь у меня появилась возможность протестировать их монитор. У меня, если помните, висел на стене еще недавно 30-дюймовый MSI, и в целом это был такой себе, неплохой моник, но со временем я понял, что 30 дюймов маловато на расстоянии, скажем там, 1 метра от монитора, и разрешение 2440 на 1080 это такое не самое идеальное для 30 дюймов, и скажем так, немножко мылит картинка, да и пиксели тоже явно заметны. В общем, я решил и продал свой прошлый монитор, потому что мне достался новый монитор от Thunder Robot на 34 дюйма с разрешением 3440 на 1440, что примерно 5 миллионов пикселей. Это больше, чем 2К или QHD на 1 миллион 300 тысяч пикселей, и поэтому видеокарту мне тоже придется потом сменить на более мощную, потому что RTX 3050, та, что у меня стоит сейчас в компьютере, она уже не везде, то есть тащит такое высокое разрешение. В любом случае это не проблема, это все решаемо. Самое интересное это то, что я вообще не встречал обзоров на данный монитор Thunder Robot, их просто нет от слова вообще. Точнее, на рынке Китая мониторы уже есть в продаже, но вот в РФ никто их еще не тестировал и не обозревал, поэтому я немножко, скажем так, переживал. Непонятно, что за качество, то есть внутри, непонятно, что за матрица будет. Короче, все, что я знал, это только цифры на сайте производителя, и судя по этим цифрам, у нас изогнутая VA матрица на 34 дюйма, скорее всего это обновленная MVA матрица с разрешением 3440 на 1440 пикселей, и частота обновления экрана 144 Гц. Далее максимальная яркость равна 300 кандел на метр квадратный, контрастность 3000 к 1, и время отклика матрицы MPRT равна 1 миллисекунде. В общем, цифры более чем нормальные, современные. Иное дело, какую именно матрицу использует Thunder Robot. Здесь сложно сказать. Я пытался пробить инфу, то есть некоторое время через приложения всякие и через сайты баз данных, и насколько мне стало известно, внутри стоит CSOT China Star Optoelectronics Technology, то есть матрица китайской компании, и что еще известно, у нас имеется внутри 8-бит FRC цвет и реализована поддержка HDR10. Есть также Adaptive Sync, 2 разъема HDMI, 2 разъема DisplayPort, плюс аж 4 разъема USB 3.0. Это прям очень приятная новость, потому что я лично постоянно использую USB порты в мониторе под всякие там внешние SSD диски и подзарядки смартфонов и так далее. Так что у нас большая насыщенность всевозможных подключений, в этом плане все отлично у монитора. Далее в комплекте, я думаю, вы уже заметили, идут всего 3 детали из коробки, точнее 4. У нас еще в комплекте идет внешний блок питания на 80 Вт. Собирается монитор тоже очень просто, то есть имеется одна тяжелая большая ножка цветом серый металлик, есть также тяжелая металлическая подставка под эту ножку. Все это вместе соединяется винтом снизу, и получается вот такой себе крепкий держатель под монитор. Далее берем эту ножку и прикладываем к тыльной части монитора, потом прикручиваем все это на 4 винта, и на этом все. Собран монитор, и даже можно не раскрывать инструкции. Все это сможет собрать любой школьник. Кстати, что насчет инструкции, то насколько я понял, Thunder Robot расписали все на понятных нам языках. Причем официально это важно, ведь на монитор дается гарантия 12 месяцев, и это уже приятно. В этом плане хотя бы есть уверенность, что в случае поломки и всяких там неприятностей, а я напомню, что любая техника может сломаться и даже за 200 тысяч, так вот в таком случае хотя бы вам починят или заменят товар, что явно приятнее, чем просто выбросить его. В общем, сейчас не об этом, а про содержимое в коробке и самой сборки. Так вот, в целом еще можно отметить, что в комплекте я нашел один кабель HDMI, один кабель DisplayPort и один USB провод для подключения к монитору, чтобы сделать сразу 4 USB в мониторе. Это просто такой себе USB хаб, если понятным языком. И вот теперь в целом на этом все. Видим, что монитор действительно очень большой, точнее широкий, он ультра широкий. Это идеальный для меня лично размер. Я обожаю такой формат, на нем особенно удобно монтировать видео. Получается, знаете, такая себе длинная большая
большая монтажная линия больше, чем на 16:9, от чего все помещается на экране. Да и при запуске игр тоже все отлично смотрится в таком формате. Причем у нас сам экран имеет искривленную поверхность, что придает некий эффект восприятия периферийным зрением сбоку, и это более схоже с нашим обычным человеческим зрением. Потому что мы, люди, если кто не в курсе, то мы видим мир не в обычном 16:9, нет, мы видим все в очень таком широком формате, даже более вытянутым, чем 21:9. И вот поэтому эффект присутствия в игре увеличивается с таким вытянутым монитором. Это очень интересное чувство, я вам признаюсь. У меня были уже в прошлом всякие мониторы там других брендов, но если вы вообще впервые в жизни сядете после обычных мониторов за такой вытянутый широкоформатный, ультраширокоформатный, то я уверен, вы больше уже не вернетесь на обычный 16:9. Это точно. Одним словом, комплектации и качеству сборки вообще нет претензий. Единственное, что хотелось бы, это чтобы кабеля можно было прятать в ножку или хотя бы иметь какое-то отверстие, дырку что ли в ножке, чтобы спрятать эти самые провода, потому что их видно и нужно как-то их там, не знаю, прикручивать, подвязывать. Не критично, конечно, но я лично не люблю, если видно все эти проводочки. Далее по качеству сборки у нас все отлично, нет люфтов, корпус не скрипит, не трещит, все абсолютно нормально. Все материалы корпуса не раздражают, это не дешевый пластик вонючий, не в этом плане, все в порядке, и всяких механических дефектов я тоже не нащупал. И это хорошее начало, потому что дальше нужно обсуждать качество картинки, засветы и битые пиксели. И вот тут первое, что я сделал, это проверил, нет ли битых пикселей, и о чудо, я все обыскал под разными цветами, но не нашел ни одной мертвой точки на матрице, то есть битых пикселей нету вообще. Это прям крайне важно, потому что если бы я нашел хоть один пиксель, то 99%, что бы я сделал, это просто вернул монитор, даже невзирая на все остальное. Для меня это крайне важно. Далее, что насчет картинки, то она, если вкратце, очень сильно схожа с качеством Mi дисплея на 34 дюйма. Если помните, был такой, но есть заметное отличие. Тут более насыщенные цвета, и что еще я заметил, Thunder Robot прямо из коробки сумели настроить монитор так, что вообще не пришлось даже открывать меню настроек и что-то там подстраивать. То есть у них очень правильная калибровка прямо из коробки. Вот только единственное, что я бы сменил в настройках, это сделал для себя чуть более холодный белый цвет, потому что я лично не люблю теплую картинку на мониторе, а именно в сторону теплых тонов, и настроен Thunder Robot. Мне же нравится что-то, знаете, нейтральное, и правильно, что в настройках есть возможность подстроить это под себя. Это верно. Кстати, управление меню происходит при помощи мини-джойстика, если так сказать. Это для меня лично самый удобный вариант управления, а не кнопочный. И что еще интересно, что я сразу понял, что сам монитор можно в целом прикрепить на стену без проблем. Крепление имеется сзади, это веса 100 мм, и, наверное, я так и сделаю в будущем. Да что там в будущем, я уже решил прикрепить монитор на стену. Для этого я в прошлом купил дешевый кронштейн петличный за 500 рублей, вроде бы просверлил, в общем, в стене 3 дырки, прикрепил потом к монитору сзади само крепление и повесил уже монитор на стену. Все, это очень удобно, если очень большой экран, скажем так, а сидишь ты близко. Плюс, если нужно убрать большую ножку на столе, скажем, освободить место рабочее, то повесить на стену — это вообще супер правильное решение. В общем, одним словом, теперь у меня основательно появился наконец-то мой монитор, который полностью меня устраивает. Я однозначно советую подписчикам именно этот монитор за эти денежки, потому что это лучшее, что можно купить с таким большим экраном. Есть, конечно, конкуренты, что вышли уже давно, но как вариант вот такая новая модель явно не хуже, а местами даже лучше. Я крайне осторожен ко всяким там, знаете, рекомендациям. Обычно я советую только то, чем лично пользуюсь, чтобы при этом не ошибиться. Если кому, в общем, интересно, ссылки на моник я оставлю в описании под этим видео. На этом у меня все, друзья, парни и девушки, те самые 5% девушек. Ну и, конечно, для вас у меня есть промокод SHELEST10 на скидку в 10%. Увидимся с вами уже очень скоро. Остаемся на связи. Всем удачи и пока-пока.